Ну что, спасибо. Хватит И метража. вообще, знаете, я не знаю, вот рассказывал, не рассказывал. Вот но зайди действительно сюда. Есть такой момент, как бы, ну это действительно правда. Вот он заходил, да, когда приходил, он там с письмами, там что-то писать, но он всегда же ходил, там письма забирал или еще что-нибудь. Вы знаете, то он вот заходит на первый этаж, это у нас полностью техническая составляющая, то есть там вытащить и так далее. Он всех знал. Он со всеми подойдет, поздоровается, поговорит, сразу перегинет, посмеется, пошел наверх. Картина наверху, открывается дверь, коридор у нас длинный. В коридор, значит, с кабинета двери открыты, люди сидят, работают, материал все на свете, как обычно. Вот он идет. Знаете, смотришь он в спину, такое ощущение, знаете, вот шар, вот за ним такой, там эти бабочки, птички, вот он идет в каждый кабинет. Девочки, так, мальчики, ага, хорошо, ага, все такие, и он прошел себе опять повисает. Смотрим, а он, знаете, у него было, он когда заинтересуется чем-то, он так, вот, знаете, боком такой, вот так вот бежит как-то, такой очки померит, увидел нас, давай, подбегай. Слушай, там такие, слушай, надо снимать. А тогда-то тоже, ты помнишь, ты же, наверное, снимал-то. Все равно он же бежит. Прямо у Вити дома. Он говорит, что ты не ездишь в Челябинск, давай прям сюда приезжай, мы прям в доме у Это мы него. когда второй раз, по-моему, уже приезжали, да? Да. Во дворе, да, там? Там на диване Прям на диване с кошкой, уже кошки-то нет. А кошки Витя рядом стоит, в дверях. проходит в дверях. Нас снимают. Передачу прям дома у него снимали. Вот вроде бы такие все рабочие моменты начинаешь вспоминать. Они как-то пролетали, тогда не обращаешь внимания. Сейчас вспоминаешь, и думаешь, действительно. Вот он настолько грамотный человек, что ему не надо было записывать какие-то тексты, какие-то готовить. Он грамотный, он говорил красиво, ровно. Я ехал на передачу сниматься, что он меня спросит? Он говорит, спокойно, не волнуйся. И у нас передачи складывались вот как просто как разговор. Он говорит, я забывала, что камеры стоят. То есть сначала волнение, а потом настолько он вовлекал в разговор, я забывала, что я нахожусь вообще-то как бы под камерами. Вот. Потом уже смотришь, он говорит, все записали, как на чистовую. Все. Понимаете? Это же талант. Нет, Он знаете, талант, кроме как таланта, конферансье. еще, знаете, сколько труда было вложено? Да, он Вот готовился. он готовился тщательно, потому что вот даже здесь придет, ляжет на диван, и я, значит, сижу там где-нибудь с краешку, а я сама так глазом кашу на него и смотрю, а он лежит, и вот, знаете, все что-то У него в голове. рассуждает, У и него руками всё в машет. голове. Да, иногда, да. У него не было бумаг-то. Ну, бумаг нет, но Вот, он очень у него всё в тщательно голове, все всё продумывал. обдумано, да, Э, да. Концерты все начинались. А вы знаете, откуда он приехал? За 300 верст. А вы знаете, сколько у него коров? Про коров. И самое главное началось, я убавляю вроде, а он все прибавляет. Сначала 3 коровы было, потом 6. У меня уже одна там осталась. Он добавляет. Про бычка он постоянно рассказывает. Колина бычок родился. А, да. Да, это мы- Мишкой мы назвали. ездили. Помнишь? Мы ездили с ним вот по это, ну, по, да. Ты корову-то ловил еще когда... Вот, а Света дома была, и вот он все звонил Свете, и я говорю, звонил, не отелилась, прямо на концерте. Не отелилась, я говорю, нет, еще. Но нелегко ему Да, было. Вот это вот все вспоминать. его, дело его жизни же было. Вот сколько? Почти 30 лет. И все не так просто. И Да. официальная культура, скажем, там свое, плановые мероприятия. Да, Он да. всегда с ними конфликтовал. Он хотел свободы. Потому что культура, она сама по себе без свободы, Без искусства, творчества, без да. творческого подхода. Как, нет, это не то, это все формальность. А у него получалось. Он умел зажечь, подойти, подсказать. Связь, между прочим, с нами держал он постоянно, не только на концертах, допустим, Да. а даже дома просто Звонил позвонит, всё время. он всех обзвонит всегда, как дела, как здоровье, вот всегда с нами связь имел. А я помню студенты, вот не помню точно какой выпуск, или 2006 или 2007 года, а у них же маленькие группы, там, ну, человек там сколько, 10 что ли, или 12, не больше, 11. И среди них все девушки, и один только парень был. И они маялись, значит, где бы отметить. Вот, и идет Виталий, и они, значит, к нему, а можно, говорит, у вас где-нибудь это самое, и мы знаем, что у вас сад есть, можно к вам в сад? Они сами напросились. Он говорит, да давайте, конечно. И вот все эти студенты к нам приехали. Вот, и всю ночь пели песни. И весь сад все слушали. Концертная программа. Концерт, да. Вот про его внимательность тоже хотел сказать. Вот когда поначалу только начинал ездить в Челябинск, я сюда, первые концерты вот были, выступлю.
Ведь и зима была, а он же всегда говорил, что у нас как бы М5, горные районы, у нас оттуда не просто вырваться еще с этими пробками. Он всегда, ты домой будешь подъезжать, мне позвони. Всегда я ему, Виталий Абрамович, все, я доехал нормально, все, я ему звоню. Вот волновался всегда, беспокоился, вот он. Да. А вот он на пенсию, когда пошел, вот, он всем объявил, что он пошел, значит, зал зааплодировал. Но он назвал размер пенсии, зал засмеялся. Пускотавцы любили разыгрывать его всегда. У них же концертные программы были отрежиссированы. То они его переодевали все время, то с Деда Мороза, то бог знает во что. Да. И он на сцене перевоплощался, играл, подыгрывал, значит, это было все. Вот как передачи, да, Якубович. Якубович все время делал спектакли, да. на него примеряли, на Виталия Абрамовича. Все. А у вас юбилей, помните? Вы его нарядили-то мушкетерами, они были, даже фотографии там остались, да. Ну и сегодня дело Виталия Абрамовича живет, продолжает жить. Мы с удовольствием снимаем и выпускаем передачи «Искры камина». И мы с удовольствием продолжаем концерты во Дворце железнодорожников, куда и приглашаем всех наших зрителей. С большим удовольствием приходите, пусть ваша душа отмякнет, пусть разгладятся ваши морщинки. Мы поможем вам. Мы научились многому у Виталия Абрамовича. И пишите нам письма. Адрес у нас простой. Город Челябинск. Индекс 454-113. Площадь Революции 4. ОТВ. Искры камина. Было трудно поверить вначале ту причину глубокой печали. Так внезапно случилась беда, и ушел он от нас навсегда. Как он пел с гармонистами клуба, и его незабудка и Люба, побывав в самых дальних местах, у народа теперь на устах замело ту тропу калины, где ходил он, мечтая не раз, но искрятся с экрана камины, и Вольфович опять среди нас. Выходил он с улыбкой на сцену, знали мы настоящую цену его добрым делам и словам, от которых тепло было нам. Он ушел далеко, прямо к звездам, но все то, что с любовью он создал, не умрет, будет жить день за днем, как и память святая о нем. Заросла та тропа у калины, где ходил он, мечтая не раз, но искрятся с экрана камины, и Вольфович опять среди нас, но искрятся с экрана камины, и Вольфович опять